человек-легенда спорта. Это человек-легенда спортивной гимнастики во всем мире. Я открыла гимнастику 21 века для высоких девочек. Раз, два, три. To stay 10 years at this level is something unique. Elle a en plus un charisme, cette espèce de caractère qu'elle a qui fait que, on la remarque en fait. Просто входила в какой-то в единый разговор, что ли, со всем зрительным залом. Катя сказала, ты не тряпка, давай-ка докажи всему миру, что ты великая спортсменка, что не просто так тебя. La traiter de diva, c'était un vrai compliment. Parce que pour elle, la diva, c'est quelqu'un de magique et d'inaccessible. Привет. Ой, как хорошо. Домой пошли. Знаете почему? Потому что когда заходишь в дом, всегда вкусно пахнет. И тепло, и вкусно пахнет. Это и есть запах дома. У вас огромный вес. Хочу показать фотографии, где ты была самая маленькая. Но вот эта фотография лучше всех нравится. Когда ты была маленькая, я тебя вот это плохо ела, думаю, поведу в зал, а Настя говорит с Ольгой, пойдет в зал, там набегается и прибежит, и это самое. Девочка соседки занималась спортивной гимнастикой. Ну, ее как бы отдали из-за того, что она плохо ела, как-то, может, ее спорт вот это начнет аппетит. Ну, конечно, боялась, и, конечно, спортивная гимнастика – это травматический же снаряд, Как и снаряды, травма. И боялась, чтобы и спина была в норме, и ноги, чтобы и руки. Как и все виды спорта, большой спорт – это все одни травмы. Потому что я была девочка высокая, нестандартная под размеры спортивной гимнастики. Я была высоковатой, слишком худощавой. Мне приходилось очень много трудиться и работать. Потому что мне было намного сложнее делать то, что делают обычные девочки с нормальным ростом, который подходил под спортивную гимнастику. Chez les gymnastes, on a plutôt l'habitude d'avoir des petits gabarits un petit peu musculeux. Et elle, non. Elle est extrêmement élancée. The key person in her life was her coach. Nobody else of the coaches wanted to take this too tall girl in their group. Boris Pilkin just decided to take the risk. He was the coach who managed to use her disadvantage to create a new type of gymnastics. А потом ты стала уже подрастать, тебя водили. Вот твои первые соревнования с кубком ты. Вперед, заняла первое место. 94 et 95, on commence à remarquer cette jeune fille, cette adolescente. On détecte déjà chez elle, et ça commence à se ressentir dans les résultats, une facilité dingue aux barres asymétriques. Et 96, c'est vraiment la première confirmation de son talent. Это было потрясающе. Где есть столько разных людей, национальностей, стран. Это тоже поражало вообще мои, я не знаю, я ни разу не выступала в таких огроменных дворцах спорта. Все это, конечно, впечатляло. Now, ladies and gentlemen, for our next competitor from the Russian Federation, Svetlana Horkina.
years old from Belgorod, Russia. She now lives in Moscow. At 5 feet 4.5 inches tall, Svetlana is the tallest female gymnast in tonight's competition. Elle explose réellement. D'un seul coup, Svetlana Khorkina, c'est plus seulement un gabarit atypique. Khorkina, 9.85. Я сразу заявила о себе, потому что, ребята, теперь пришла я, и вам придется, конечно, меня полюбить. Your Olympic champion and gold medalist for the women's uneven bars. Моя мечта детская тоже осуществилась именно там, в 96-м году, ведь я мечтала маленькой стать олимпийской чемпионкой. И когда я стояла на пьедестале с золотой медалью, вверх поднимался мой флаг страны, я сказала, ну все, мечта осуществилась. C'est là qu'elle commence à conquérir tous les titres. En 97, elle remporte le titre de championne du monde. En 98, elle est championne d'Europe à Saint-Pétersbourg, devant son public. En 3 ans, elle devient la seule gymnaste au monde. Это скульптура, посвященная Светлане Khorkiной, двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике, то бишь мне. И это учебно-спортивный комплекс Белгородского государственного университета, который носит мое имя Светланы Khorkiной. Почему именно такая поза? Потому что в моих упражнениях на бревне были различные хореографические элементы. И одна из них была такая, да? Вот такая. Но у меня еще была другая прическа, и я вот так стояла. Вот так и родилась скульптура гимнастки Светланы Khorkiной. Поэтому, оп! Ну, правда, еще хвостик был. Пиу! C'était un peu la reine Khorkina. Elle a en plus un charisme, cette espèce de caractère qu'elle a qui fait que on la remarque en fait. Quand on lui dit qu'elle était une diva, elle y voit pas du tout une connotation négative, parce que pour elle, la diva, c'est quelqu'un de magique et d'inaccessible. Светланы Khorkiной. Elle a vraiment utilisé le jeu et l'interaction avec le public. C'était le choix des coiffures, c'était le maquillage, c'était le choix des justes au corps. Просто входила в какой-то в единый разговор, что ли, со всем зрительным залом. Reine Khorkina prend la place dans le gymnase et puis ça faisait un petit peu partie de son personnage effectivement. But diva basically is someone who knows well their price, who doesn't like people telling them what to do. In short, I'm the queen, only the queen, and nothing than the queen. And that is a perfect description of Khorkina. Aux Jeux Olympiques à Sydney, elle est favorite. She was considered contender #1 for the all-around title. Это было золотое время высшей формы спортивной. Это просто было что-то лучшее из того, что вот было за все мои годы жизни в спортивной гимнастике. И у меня есть только одна цель – выиграть абсолютное первенство Олимпийских игр. И шанса не будет ни у кого. И когда начались соревнования абсолютного первенства, мы начинали с опорного прыжка.
началась разминка, и очень много девочек до меня, которые прыгали, выполняли упражнения парного прыжка, ну, кого-то унесли там с травмой, кто-то плохо прыгал, падал. Il y a des erreurs toutes les 2 secondes. Les filles tombent. И я не могу понять, в чем проблема, что случилось, потому что все, что я делала, это было выработано на 100% до автоматизма. Ничего, надо было, чтобы Лёва знает до конца уже. Elle enchaîne derrière avec les barres. Elle tombe aussi aux barres. Там допустила ошибку, ну потому что уже ловить было нечего. Et à ce moment-là, on apprend la raison des erreurs au saut. The judges came out, checked the apparatus thoroughly, and it appeared that the horse was 5 centimeters lower. Но когда ты работаешь 15, 20, 25 лет на одну и тот же разбег, на одну и ту же высоту коня, там доходит до такого автоматизма, что ты даже хочешь что-то сделать по-другому, у тебя не получится. Но я не могу представить Светины ощущения, Светины чувства. Я только могу, как бы, да, ну, не знаю, подумать, как это было. Но Разрешила федерация перепрыгнуть. А зачем перепрыгнуть, если уже полно ошибок после этого? И потом подхожу к тренеру и спрашиваю, мы будем перепрыгивать прыжок? На что он очень мудро ответил, принимай решение сама. Korkina dit non, ça sert à rien de toute manière. Je suis en dehors des clous pour envisager une médaille. В голове уже настолько было смятение, что я же допустила еще ошибку на брусе. И я уже поняла, что, конечно, кто может быть с падением на первом месте. Ses rêves s'écroulent quand même à ce moment-là. Parce que son rêve, c'est ce titre qu'on appelle le titre individuel, donc au concours général. Sur ces Jeux olympiques-là, son objectif est mort. Вы не представляете, что у меня было в душе. У меня огромный рубец в сердце. После этих Олимпийских игр я приняла решение, что я, наверное, закончу. Mais ensuite, il y a les finales par appareil. Et le premier jour des finales, il y a le saut et les barres. Мы ее немного потеряли. Где она, что она? Просто человек исчез, его нету. Испугались, что даже будет она в финале принимать участие. А потом все оказалось. Она просто погуляла по Сиднею, сделала покупки, подстриглась. Ко мне приехала сестра. И она сказала, иди выступай, покажи, кто чемпионка. И вот это, конечно, мне еще придало больше сил, больше злости, больше уверенности в том, что я просто жертва какой-то ситуации, а на самом-то деле чемпионка. The next time she reappeared in Sydney, it was a completely refreshed, different person. Now she was ready to fight.
И она все-таки становится олимпийской чемпионкой на брусе. Не каждый спортсмен такого уровня, как она, может справиться после такой боли. Мы с ним мечтали выиграть эту золотую медаль для России. И мне это удалось сделать. После всего вот этого ужаса золотая медаль на брусьях, победа на брусьях, это было как глоток свежего воздуха. Это было, конечно, такое долгожданное событие и для Светланы, безусловно, и для всей нашей команды, и для страны. Наверное, бы опустили бы руки. Действительно, свое дело, она выиграла золотую медаль. Это ее характеризует как человека, который никогда не сдается. Итак, девоньки, самое главное, с чего начинается вообще тренировка и приветствие тренера, это когда дети строятся, да? Равняйся вот так вот. А где у нас главное-то? Самая главная дисциплина. Чемпион начинается с дисциплины. Ну, вы же хотите чемпионками стать? Неважно, Олимпийских игр Белгородской области, это все равно почетно. Здравствуйте, товарищи гимнастки! Здравствуйте! Шагом за мной, повторяя марш, как мы должны ходить? С носочка, конечно. С носочка, подтянутый животик. Давай, вот так вот, поднимай. Значит, поднимаем. Вот такой приставной шаг. Пошли. Молодцы. Смотрите, как оно вот здесь. Чик. И оно вот здесь уже управляет своим телом. Посмотри внимательно. Видишь, она кип делает. И вот сюда чуть задерживай. Молодец! Копыта свои держи натянутые. Поняла? Передает свой опыт не только тренировочный, психологический, трудолюбие. Вот. Поняла? Вот. Молодец. Как бы не было трудно, заканчивать подъем раз, даже если тяжело. Значит... Сама спортивная гимнастика – это очень трудный вид спорта. Очень трудный, чрезвычайно. Вперед, вверх, вперед, вверх. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est du travail acharné et surtout tous les jours. Бревно – это 200 миллионов раз повторения, брусья – это техника, прыжок – это сила и скорость. Ну, а вольные упражнения – это, конечно, женская красота. Хореография. Света всегда у нас была капитаном. Она всегда на своем примере показывала, как надо вести себя в зале. Ставит все для того, чтобы достичь поставленной цели. То есть она готова пожертвовать всем, но... В итоге во главе угла сделала меня знаменитой спортсменкой на весь мир. Мы находимся в моем кабинете, рабочем кабинете. Мы находимся в ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии, где я являюсь первым заместителем начальника ЦСКА. И заключается работа в том, чтобы работать на благо российского спорта и армейского спорта в том числе. После окончания спортивной карьеры, да, была депутатом Государственной Думы. Я еще работаю и в общественной организации. Это в нашей Федерации спортивной гимнастики, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики. Она не может заниматься чем-то одним. Она занимается и тем, и другим. И тем самым вносит большой вклад в продвижение спорта в России. Ну и во всем мире, я думаю, тоже. Есть прямая – это спорт, а это как дерево, разветвление. То есть это все сопрягается со спортом, с гимнастикой.
a toujours eu une curiosité dingue et une envie de tout découvrir. Et il y a un truc qui l'a toujours fasciné, c'est le théâtre et le cinéma. И мне пришло предложение поучаствовать в одном спектакле, играть главную роль, кстати. Ну, я подумала и говорю, ну, конечно, пошли. Ну, Пора лететь в Лос-Анджелес. Alors que en gymnastique, la croyance générale, c'est que s'arrêter 2 jours, on perd ses repères et ça peut devenir dangereux, etc. Et elle s'en fiche totalement. Кстати, премьера была в МХАТе, в великолепном театре, практически главный театр нашей страны, театральный. Это было очень круто. Et bizarrement, alors qu'on a plutôt tendance à dire qu'elle est vraiment sur sa fin de carrière, 2003, elle conquiert son 3e titre mondial individuel et c'est la première fois qu'une gymnaste décroche 3 titres mondiaux sur un concours général et elle arrive aux Jeux Olympiques en favorite. Quand elle arrive aux Jeux Olympiques à Athènes, il ne manque vraiment que cette médaille d'or du concours général. Elle est favorite du cœur. Le milieu rêve que ce soit Svetlana Korkina qui gagne. Et elle ne gagne pas. Elle finit 2e à rien de l'américaine Carly Patterson qui surprend un peu tout le monde. Дальше не буду, но для меня эта Олимпиада последняя была, и я знала, что она последняя. Là, encore plus qu'en 2000, c'est fini, ce titre-là. Jamais elle ne l'aura. Et ça, c'est terrible pour elle. Вот ее спортивный костюм, в котором она выступала в Атланте. 96 из Сиднея, тот самый коварный Сидней. Человек-легенда спорта. Это человек-легенда спортивной гимнастики во всем мире. We remember the gymnasts by the emotions they have us put into. Korkina definitely knew how to do this with us. She was producing emotions. En gymnastique, quand on réalise un nouveau mouvement, quand on invente un mouvement, il porte votre nom. Elle en a 8 à son nom. C'est inédit. Это больше, чем даже, в том числе, наверное, и олимпийская как чемпионка. Потому что это будет вечно звучать, сколько будет процветать спортивная гимнастика в мировом масштабе, столько и будут говорить: так, ну давай, сделай элемент Хоркиной. Это постоянно будут вспоминать. Это здорово. Она осталась как легенда и в России, и на Белгородской земле. То, что был и есть тот человечек, который прославил Белгородскую землю. И открыла гимнастику 21 века для высоких девочек. И вот когда ты приходишь на Красную площадь, ты ощущаешь такие, с одной стороны, гордость, и у тебя ползут мурашки. А потому что здесь шли наши солдаты, которые победили в Великой Отечественной войне. Они победили фашизм, они подарили всему миру мир. И когда я выходила на международные олимпийские помосты, я в глубине души об этом помнила, знала и старалась соответствовать. Я также защищала свою страну, Россию, на международных спортивных аренах. Конечно, когда ты представляешь свою страну на любого ранга соревнованиях,
это гордость, тем более Российскую Федерацию. У меня еще впереди очень много всего, что я должна сделать, как и для спорта в России, так, я думаю, и для спорта в мире. Я почему-то это чувствую.